Друзья, всем привет! Вчера вот на этом красавце, который стоит сзади меня, мы ездили на Чарынский каньон. Ну, в принципе, такой отдых устроили. Но эта машина не про это, поэтому сегодня мы загрузим сюда цемент, так как это пикап, нужно использовать его по назначению. И поедем, кроме Масленникова, на даче, отвезем, там ремонт идет. В общем, сделаем на этой машине то, для чего она предназначена. Погнали! В спецификации у этого автомобиля написано, что максимальная нагрузка у него 950 килограмм можно погрузить. Сзади у нас рессоры стоят, спереди рычажка. Вот, сейчас посмотрим. Момент первый, влезет ли сюда палета. Вот, если она не влезет, придется ее разгружать и цемент в мешках везти. Сейчас нам вилочным погрузчиком все загрузят. Мы приехали в Леруа Мерлен. Здесь покупаем все. По вчерашней поездке все нормально. Единственное, конечно, то, что сзади рессоры стоят. Задним пассажирам не совсем удобно на дальняк. Ну, если дорога, в принципе, ровная, то нормально. А вот если ямы и где-нибудь по бездорожью, то немножко дискомфортно ехать. Внешний вид автомобиля Mitsubishi L200. Вот такой вот он. Также видим здесь фары у нас сверху, и внизу они на габариты и поворотники туманки также сделали стекло, которое можно поменять, то есть это отдельная запчасть идет, так же как на Eclipse Cross. По агрегатам у нас тут дизель 2,5 литра на турбине, турбодизель и плюс мешалка. Механическая шестиступенчатая коробка передач. Ехать нужно будет в горку, будет, наверное, тяжело, но, в общем, посмотрим. В этом видео будет интересно. Mitsubishi L200 тестируем. Роман Масленников, ну что там? Грузят? Ну что, у нас 14 мешков Хайдельберга цемента. Ага. 450-го, это что у нас получается? Это 50, 700, да? Ну где-то да. И 2 мешка клея, это полтинник. Палета, я не знаю сколько. Напишите в комментариях, сколько евро палета весит. И вот этот груз мы сейчас на пикап поставим. Надеюсь, что нам борта хватит. Если нет, то по бокам раскидаем цементик. И вот сейчас мастер. Что хотел сказать, в Леруа Мерлен очень четко пацаны на вилках работают. По крайней мере, сколько раз грузились, всегда было тютелька в тютельку. Если стоит, можно попросить, чтобы он как-то там прогабаритил нормально, поэтому сейчас не стесняемся и ждем. Оп. Опа, сразу проселка. Ну все, погрузили. Идеально вошла палета. Я думаю, что может быть хотя бы пару мешочков сюда подбросим, а то ну, вряд ли мы быстро поедем, да? Ну да, потихонечку. Но все-таки лучше так. Давай посмотрим. Да нормально так упал. Присела, да. Она Хорошо присела. Подвеска вышла из чата просто. Но, тем не менее, такой чуть-чуть лоурайдер получился. Давай теперь я камеру возьму, поедем и будешь рассказывать, как она. Ты проехал несколько дней Да, и мы без нагрузки. пустыми доездили, а сейчас с нагрузкой попробуем. Вот, слушай, по-настоящему вот использование пикапа, да? Ну да. Все, отправляйся. Так, что, погнали? Пристегнись. Да, едем. Куда едем? Дачи Коклайсай. Да, Коклайсай. Там хорошие горочки, сейчас все увидите. Там, я говорю, мы без пониженной
Конечно, не обойдемся. Ну да, сейчас там на заднем, а туда придется И что у нас еще? что-нибудь включать. Еще у Вот нас есть блокировка блока заднего моста. Переднего, мешалочка. понижайки. Все нормально, поехали. Давай. Я думаю, справимся. Ну, теперь уж точно с первой стартовать. Хорошо дизель, да? Говори. На бензине бы сейчас замучили просто сцепление. Ну, морда поднялась, посмотри. Прям в космос смотрим. Жопа села, Я, честно говоря, думал, что не так она промнется. Че, как тащит? Да вроде вообще смело, как бы вот едем. Зато у нас стабильность теперь появилась, да? Да, жопа не прыгает. Так сказать, добавили комфорта. Приятное с полезным. Ну, для этого эта машина и существует, для этого ее и сделали. Ну, чаще мы пикапы видим вообще не загруженные двигаются. Слушай, борт высокий, хорошо, прям по борту. Я думал, что придется в мешки раскидывать. Такой глубокий борт. Здесь могут нас не понять, потому что все как-то странно двигаются. Давай мы по главным. Видишь, Мерседес сейчас. А, смотри, что делает. Успел. Так же выезжаем. Прямо до упора езжай. Чтобы мы по главным пошли, у нас одна только второстепенная будет. Но надо за всеми смотреть тут, Леруа. И направо. Что по тормозам? По тормозам прям, да, надо потихонечку, потому что машина тяжелая стала и тормозов меньше, скажем так, стало, чем было. А чуть-чуть поддергивает, да? Да. Налево, направо. Налево. Ну, я не думаю, что за короткий такой срок службы этой машины у нас сцепление уже подожженное сильно. Ну, там 3000 километров пробег. Нормально. Не, идет хорошо. Я еще, может быть, там в горах сяду за руль тоже, чтобы просто почувствовать вообще, что и как. Мы уходим по кольцу туда налево. Вниз, да? Да. И кто знает, вот мы сейчас огибаем там эту ковидную эту клинику или детскую клинику, как сейчас называют, и на Подкову и, короче, вверх едем в область. Поднимаемся на Подкове. Сейчас как раз посмотрим, залезем ли мы в такой разворотик. Сейчас придется руль крутить, потому что я помню, у L200 руль крутить, вертеть приходится много оборотов. Вот смотри, там, где машины выезжают, Да. Я нам знаю, сейчас этот помню. одним приходом надо залететь нам. Сейчас посмотрим. Газель заехала. Сейчас как фура, возьмем чуть-чуть расстояние. Так. Чисто у меня, чисто. Мастер, да. Все Зашли. нормально. Едем. Потом просто надо... А, он выезжает. КамАЗ выезжает все-таки. Не прошло и 2 минут. О, та-та-та-та-та-та. Тра-та-та-та-та-та. Тяжело ей. Едем по проспекту Алатау, Нарзбайский район. Ну, собственно говоря, вы видите, вот мы вон туда, вот где вот эти все горы. Туда едем. Ты, кстати, вот ездил, какой расход был у тебя на пустом? На пустом мы 400 проехали, и полбака ушло. Бак 75 литров. Ну, приблизительно, если посчитать, где-то 8,5, наверное, да, где-то вот так вот расход. Угу. Но мы ехали 140. Ну, то есть, эта информация вообще сейчас большинству не нужна. Потому Нет, что вряд по ли идее, кто-то будет 140 у него ездить. просто, да, у него крейсерская, я заметил, вот здесь вот есть такая деление, эко написано, и при 120 км в час на 2000 оборотах она полностью зелененькая. Я думаю, если в таком режиме ехать, то он еще меньше будет жрать. Так, а сейчас у тебя расход видно?
Сейчас у меня полбака, написано, что мы проедем где-то 300 километров до следующей заправки. И расход показывает средний 10,3 на сотню, это по городу. Ладно, сейчас будем мониторить. Мы проедем, получается, по проселочной дороге километров 15, да, наверное, километров, когда 12 проедем, посмотрим на расход, как он упадет. Ну и можно будет делать выводы. Толя, чувствуешь, чем пахнет? Мазутом. Да? Да. Не навозом? Ну, схоже. Как изменилось вождение твое после того, когда нагрузили машину? Тормозов стало меньше, ну и тяга уменьшилась гораздо. Видно? Стартовать сложнее? Да. Видно, что машина тяжеловато все-таки с таким грузом. Но ничего, едем же, нормально. Не, я про это говорю уже. Представь, да, вот люди, которые на груженной газели, там, на фуре едут, то есть у них меняется немного. Не, ну когда ты постоянно под нагрузкой ездишь, ты же привыкаешь. А я тут, считаю, вот загрузили, первый раз поехал. Уже не стартуешь резко, там, Да. никаких маневров не производишь динамичных. Это точно. Я думаю, с таким грузом тормозить будет тяжко. Поэтому едем 40, 60. Да, и самое интересное будет впереди, потому что там пойдут у нас участки, на которых, ну, весьма желательно надо будет переходить на пониженный ряд. Ну и я думаю, еще и заблочимся. Хотя нет, давай блочиться не будем, просто на пониженную перейдем. Но мы все посмотрим, попробуем. как идет, да. И это не просто, знаете, выехал в поле, погорцевал разные режимы, едет, не едет, буксует, не буксует. Тут вариант будет такой, что на повышенном ряде в принципе не сможем поехать. Поэтому четкое использование будет пониженной передачи. Так, у нас здесь главное. Поворотник направо, потом поворотник налево. Вот выезжаем здесь. За КамАЗом. Да, и поворотник налево. И сразу здесь вот для тебя прочерчено. Вот, уезжай вот так, да. Значит, начертили чуть-чуть муторно. Сразу въезжаешь. Все, теперь движение прямо в районе 15 километров до места выгрузки. И будем все интенсивнее ехать в горы. В какой-то момент закончатся уже асфальтовые участки. Главное, чтобы в какой-то момент не закончилось сцепление. Не-не-не, там, где надо будет подниматься прям уже по грунту, я думаю, мы заранее на пониженную перейдем. Нормально все сделаем, чтобы вот там в раскоряку не стоять, потом не тыкать тут селектор. Все заранее, чтобы все было безопасно. Ну вот уже чувствуется, знаешь, я чувствую, как мотор работает. Вот он сейчас пошла, да? Не, я слышу прям вот как он тра-та-та-та-та-та. Вот сейчас у него работа пошла. Уже понимаете, вот смотри, 2000. 11,3 и наш эко-ползунок вниз ушел, то есть, а вот вверх. Ну, под нагрузкой, короче, начинает хавать. Ну ничего, вот нормально. На второй передаче 2540 идем вверх. Да, здесь горочки такие, кто знает. Кто знает, что тут реальные горы. Ущелье небольшое. Все в зелени уже. Глазу очень приятно. А вот как раз мы, видишь, 40-то и, да, нормально. И должны ехать. Четко, да, прям по плану все. Первый небольшой подъемчик. Решили все-таки пройти пока на повышенной, посмотреть, как заходит. Сейчас узнаю, как. Смотрите, какой он севший. И дальше уже будет подъем, на котором не рекомендовал бы я ехать на повышенной.
Сейчас узнаем. Слушай, ну она неплохо стартанула, да? Да, вообще на первой. То есть мы вот ехали в горку, была вторая скорость, Мгм. 42 тысячи. На первой, я думаю, сейчас наклон больше будет. Уже поедем, наверное, на первой, возможно, включим пониженную. Давай сначала не будем ничего включать, попробуем просто. Если вдруг начнет уже, короче, тогда уже включим полный привод и понижайте все. Отчаянный, давай, давай. Решили мы все-таки пока, сейчас пристегнусь, на повышенной все-таки еще продолжать ехать. Ну, не знаю, может быть, посмотрим, какой предел будет, когда уже будет совсем машинке сложно. Мне кажется, она просто привыкла сейчас к весу и уже такая, все, я все поняла. Здесь еще все хорошо. Сейчас будет начинаться уже смешанный асфальт с грунтом. Сюда? Нет, прямо. Просто, по сути, ну, начинается дачная колея. Чуть подразбитая. А мы поедем сейчас вон туда налево. И... ну, попробуем, что. Так, подъезжаем, крутой поворот налево. Ну, давай. Крути баранку. Пошел подъем. Мне кажется, нам не понадобится пониженная. Она просто едет. Ну да, я думаю, если мы на первой будем держаться, да, то без проблем. А тут на вторую не получится, только первая. Да. Так, сейчас пойдет интенсивный подъем. Был бы бензин, мы бы встали уже там. Посигналь. Все, едем. Ну, что-то даже как-то интересно. Изи, да? Да. Молодец, L200, молодец. Главное, чтобы мешки не вылетели. Не, мешки нормально держатся там. Ну, как бы вот и все. Едем до места разгрузки. Никаких сюрпризов. Ничего не включали, все просто. Вон в 2H стоим. Первая передача шестиступки механической. Насколько я помню, 358 моментов в машине. Ну, сейчас выгрузимся. Ну. А что это так тут? Сразу он будет Надо пить. сразу, короче, его сразу неси, тазик. Месить будем. Чуть-чуть он пригабаритился сюда. Все в порядке. Нагрузка. Вот она. Все. Смотри. Морда кверху, да? Ага. Блин, вообще изи заехали. Ничего не включали. просто. Проблем никаких нет. Прям. Короче, давай посчитаем. Смотри. Снаряженная масса, ты не считаешься, потому что в снаряженной массе идет водитель полный бак. Мгм. Еще плюс 2 пассажира, плюс вещи. Грубо говоря, у нас груз 900. 2 пассажира с вещами 150. Тонна Тонна 50. Тонна 50 вот в такую горку на изи. И мне казалось бы, что если мы еще могли посадить там одного пассажира, даже двух, Да, смело. Ну, я Всё. чувствовал, что в принципе едет, еще хватает. понятно. То есть грузить заднем сюда. приводе. Главное, чтобы рессоры не треснули, да? Да ну, что тут 5 листов? Ну, не самые, правда, широкие. Но в целом... Короче, производители говорят о грузоподъемности, которая на пару центнеров на самом деле выше, да? Ну да. Потому что заявляют, что здесь там чуть ли там не 700, да? А мы уже вот тонну 50. Ну все, сейчас будем в гаражу парковаться и
полтиннички эти вдвоем выгружать. Ребята, вчера мы использовали этот пикап по назначению, перевозили груз, как вы все видели. Сегодня мы опять приехали на горку, сейчас попробуем заехать. Но опять же, что-то я сомневаюсь, но мы попробуем. Погнали. Один фиг, да? Смотри. Ну 4, все 4. Подхватывай. Без блокировок, просто полный привод 4 ноля. Но блокировка, что она даст? Она также 4 будет вращать. Здесь, да, побольше газа, Толян. Отлично. Заблокировался. Вау. Ну ты проехал дальше всего. Короче, кто там только эту горку брать? Ты По-любому. на камеру говори. Гоняет сцепление. Короче, блокировка задняя, передняя, все, что было, все заблокировано было. Вот до сюда доехали. И все, дальше не едем. Песок глубокий. Шины летние. Ну-ка. Вот, все заблокировано, трекшн выключен, 4 LLC стоит. Фу. Да. Не-не-не-не. Все, попробуй троса вперед сейчас, попробуй. И закопается. Да не, вот и поедем. Не крути руль на спуске. Не, надо было вот так, Толя, так, диагоналку, вот так, как мы заходили. То колесо, по идее, должно быть. Не, ну мы отсюда, отсюда вообще делаем диагоналку, вот с этого. О, стой, ну-ка, стой, 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 стой. Нет, не висит, ход хороший. Не. Нет, не висит. Но он вытянулся, хорошо вытянулся. Не, мы обычно вот так вот заходим, вот наши следы. От той Mitsubishi еще осталось у нас. Это было вот так надо было. Нет, Толян, что-то ты не так.
оттуда, и вот так, как мы заезжали, вот так вот. Сейчас вот так кувыркнуть можно здесь его. Не, так. Не, все равно колесо вон еще это. Это вырежем. Не хочет. Не, а теперь вот так вот. Это колесо переднее сюда запусти. И вот он должен сейчас вывеситься. Вот так вот, да. Как мы всегда заезжаем. Вот, давай, да. Максимально теперь выкудывай до меня. Попробуй еще, нет, еще пробуй. Нет, он не вы, он нормально стоит. Ему пофигу, вот ему пофигу диагоналка. Не боится. Двигатель. Ну, коробочка, как вы уже узнали, здесь механика на 6 ступенях. Двигатель у нас вот он. Это турбодизель 4N15 Mitsubishi. Турбинка неплохая. Ну, для такого двигателя, в принципе, размер нормальной турбины. Холодная, горячая часть. Двигатель также компактный. В принципе, везде можно подлезть. Куда угодно. Common Rail, DID. Ну и в принципе вот в дизелях я не шарю, ничего говорить не буду, просто вот дизель. Все. В данном агрегате у нас 136 лошадиных сил и 314 моментов. В принципе это дизель, и поэтому он так тянет хорошо. Потому что ну, мы все знаем, что дизельные тачки, у него может быть мало лошадей, но крутящий момент за счет этого в принципе он и вытаскивает. Расход у него, вот вчера мы ездили по трассе где-то 8,5, 8,8, вот по городу 10. Сзади у нас борт, можно открыть, посмотреть, как вы вчера видели. Сюда палета легко входит. Мы вчера сюда тонну 50 загрузили и в принципе в легкую на гору поднялись, даже не включая полный привод, просто на заднем приводе. Так что машинка прям рабочая лошадка. Поэтому, наверное, в Мангистауской области и любят такие тачки, пикапы. Вот L200, например.
Теперь по салону пройдемся. Ну, здесь все стандартно. Авто только, по-моему, у нас, да, водительское стекло. Пассажирское не авто. Ну и, в принципе, ладно. Пластик. Ну, машинка у нас боевая, поэтому тоже сносно. Управление зеркалами. Зеркала у нас складываются. Все нормально. Японец. Корректор. Отключение трекшн-контрола. Очень нужная штука на бездорожье. Для веселья кнопка. Включить веселье, скажем так. Руль у нас по вылету и по высоте. Проблем нет. Кнопки на руле. Что у нас тут? Круиз-контроль обычный, не адаптивный. Ну и посмотреть пробег. Да, настройки всякие. Ну и плюс расход топлива. Приборка аналоговая. Что тут еще есть? Вот такой вот ключик. Небольшой дисплей. Есть камера заднего вида. Сейчас заведем, посмотрим. Уф, дизель. Включаем. Вот у нас камера. Ну, в принципе, и видно пойдет. Не сказать, чтобы вау, конечно. Но нормально. Радио, Bluetooth, AUX, все есть, проблем нету с этим, даже диски остались, пережиток прошлого, конечно. Вот здесь вынесена у нас панелька климата, в принципе, как на всех современных Mitsubishi, ну, то же самое. Мы брали Eclipse Cross, такая же была, только снизу. Дальше аварийка, подогрев руля есть, блокировка заднего дифференциала, подогрев сидений спереди, один USB, карман вот такой, собственно, сама ручка и шайба. То есть тут 2 ВД, 4 ВД, 4 пониженные и 4 заблокированные идет. Тут какие-то, может быть, еще должны были быть кнопки, ручник, подлокотник, обтянутый эко-кожей. Вот такой вот трюм. Там внутри тоже есть розетка на 120 Вт, 12 вольт. Сидушки велюр с боковой поддержкой. В принципе, удобно. Бардачок А4 формата. Сверху подочечник. И все просто. Здесь зеркала, к сожалению, нет. На пассажирском есть, но без подсветки. Вот такой вот. Ну, тут все просто, в принципе. Проще, больше и ничего не надо для такой машины. Как-то так. По заднему ряду сидений, ну, в принципе, видно, да, если прям в хлам отодвинуть переднюю сидушку, то сзади немножко тесновато будет. Но зато есть подлокотник с 2 подстаканниками. Спинка ровная, немножко, если в дальняк ехать, будет неудобно. Вот, но тоже сносно. Для работы пойдет. Здесь у нас также есть кармашек, 2 USB, проблем нет. И все. Все просто. Машины эти собирают в Таиланде, там завод стоит, кстати, да, кто был вот в Таиланде, заметили, наверное, что там просто одни пикапы ездят. Это популярная машина, примерно так же, как здесь Camry у нас в Казахстане, там берут пикапы. Вот, очень удобная машина и в сельском хозяйстве, и куда-то там ездить, возить грузы, то есть, ну, такая, для себя и для коммерческого использования автомобиль. Ценник у него неплохой, в принципе, для такого автомобиля. Аналоги этих автомобилей других марок стоят дороже в этом же сегменте. Mitsubishi L200 встанет вам от 17 миллионов 500 тысяч тенге, ну, в зависимости от комплектации, в принципе. Вроде даже скоро сказали, на автомате будут, пока только на механике. Вот. Так что, если вдруг заинтересовал автомобиль, добро пожаловать в дилерский центр Mitsubishi, который находится на Ташкентской. Можете пройти тест-драйв, ну и заказать, купить, если понравится. Все, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.